Очевидно, что металл довольно-таки мягкий. Sector clear. Roger that. I'm in position. О, привет! Пришла ко мне новая посылка с ножами из игры CSGO. Это сувенирные ножи, их можно купить без разрешения и лицензии. Абсолютно свободно. Посмотрим, что там внутри. И проверим, насколько они хороши. Собственно, прилетела посылка из магазина amanmarket.com. Это у меня комплект под названием CSGO. При покупке комплекта цена каждого ножа ниже, чем при покупке каждого по отдельности. В комплект входит 3 рандомных ножа из игры CSGO. А если ввести промокод статус, то вам будет скидочка аж в 700 рублей. Доставка бесплатная. Посылка летела ко мне на Дальний Восток менее недели. 3 ножа. Немного, я, конечно, ожидал побольше. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь за ножи. Начнем. Первое — это тычковый нож. Идет сразу же в комплекте с хорошими ножнами из кордуры. О, да у нас тут 2 ножа. Градиентный скин. И похоже, что у него даже есть какая-то тут заточка. Все ножи очень недорогие, сделаны как сувенирная продукция для фанатов игры CSGO. Особо практического применения им не найти. Первое, что бросается в глаза, то, что в руке они сидят не очень удобно. Слишком широкая вот эта часть, которая очень сильно давит на внутреннюю часть пальцев. Но выглядят неплохо, я думаю, для какой-нибудь фотосессии годятся. Заточка машинная, давайте проверим, как они режут бумажку. Это неплохо, я не ожидал такого. Я бы даже сказал, что они очень острые для сувенирных ножей. Окей, с этими ножами все понятно. Тычковые ножи из CSGO, классика, все как надо, по красоте градиент. Но в руке сидят неудобно, очень легкие. Я, к сожалению, не могу сказать, сколько они весят, у меня нет измерительных приборов, но ножи действительно легкие. Я опять напомню, что все ножи относятся к сувенирной продукции, это никакое не холодное оружие и даже, скорее всего, не туристические ножи и не охотничьи. Итак, следующий нож у нас, это Flip Knife, складничок. Мне нравится, как они упаковывают продукцию в таких красивых и удобных коробочках. О, он еще острее, по ощущениям. В руке сидит неплохо. Материал рукоятки очень похож на G10. Но, правда, здесь такая грубая обработочка. Видно, что нож эконом-класса. Идет клипса на винтах Torx, которую можно перенести на другую сторону. Механизм фиксации неплохой, но у него есть небольшой люфт. Сейчас я попробую показать вам. Слышно? Есть небольшой люфт, и я думаю, что при сильном ударе он может сложиться и повредить руку. Поэтому его можно использовать чисто для нарезания колбаски или сыра. Опять-таки проверяем заточку ножа на листке бумаги. Меня лично все устраивает по остроте ножа. Я бы даже сказал, что я не ожидал такого результата от простого сувенирного ножа. Я сейчас только что попробовал побрить свою руку этим ножом, и у меня получилось. Сейчас я вам это покажу. Вот волоски, они на месте, провожу ножом. Они просто отлетают. Я не ожидал, что нож настолько острый. Прям ребята меня порадовали, я удивлен. Вот, волоски бреет он легко. Я вообще, если честно, второй раз в жизни держу нож, который сразу же из упаковки может брить волосы. Это большой плюс. Также интересно, из какого сплава сделаны эти клинки, и мы проверим его на твердость. Я больше чем уверен, что это обычная нержавейка, которая обладает твердостью 52-53 Роквелла. Мы это выясним чуть позже. Хочу попробовать, сможет ли он просто разрубить лист бумаги. Вы это видели? Это круто! Он просто лист бумаги разрубает, который стоит на 2 ребрах. Давайте еще разочек попробуем. Сейчас я попробую его до конца разрубить. Итак, готовы? Я не ожидал этого. Что
Что еще можно разрезать? Срочно дайте мне что-нибудь разрезать. Вот это нож. Вот это острота. Я удивлен. Я думаю, тут нечего говорить. Острота действительно на 5, даже на 10 из 5. Смотрим следующий ножичек. Это у нас всеми любимый Butterfly. Нож Balisong или бабочка, как его еще называют. Все упаковано, все ножи, я так понял, градиентного скина. Это серьезно, ребята. Обратите внимание, все ножи, которые были до этого, клинки были матового цвета. У бабочки глянцевый, полированный такой градиент. И он выглядит еще круче. Сейчас проверим остроту этого клинка. Здесь уже немножечко похуже дела обстоят. То есть, если посмотреть разрез после вот этого флип-найфа и после бабочки, то рез намного глубже у бабочки. Здесь видно, как бумага бахромится. Соответственно, это говорит о том, что этот нож гораздо тупее, чем вот этот нож. Так выглядит срез бумаги после флип-найфа. Разница очевидна. Этот нож намного тупее, но он выглядит классно. Давайте на этом ноже проверим надежность этих клинков и твердость. Тест на прорубание полена. Полено слишком толстое, я не буду его полностью разрубать. Примерно сейчас будет ясна картина. Мы посмотрим на клиночек, как он повел себя, когда погружался. Остались ли у него вмятины. Вот, небольшие вмятины от удара молотка. Я вам, наверное, не смогу показать, но здесь есть небольшие заусенцы. То есть, очевидно, что металл довольно-таки мягкий. И сейчас проверяем, что осталось от остроты ножа. Все, особо он резать бумагу не будет. Есть только места, которыми он еще удачно может зацепить. Бумагу он уже не режет. С другой стороны, это очень неплохой результат для ножа, особенно для сувенирного. Это туристический нож от Ганза со сталью марки 440C. По заявлению производителя, твердость у этой стали примерно 58 роквеллов. Мы сейчас проверим, насколько эти клинки конкурентоспособны. Может ли этот дешевый сувенирный нож противостоять среднему туристическому ножу. Я понимаю, что сейчас многие ножеманы меня возненавидят, но поверьте мне, я это делаю только ради вас. Ой, съехал. Итак, что мы имеем? Ух ты! Кусок клинка от Ганза остался и застрял в клинке нашей бабочки. Это говорит о том, что этот нож намного тверже. При ударе он крошится, а не гнется. А этот нож изрядно погнулся, и даже в нем застрял осколок от Ганза. Очевидно, что здесь используется обычная кухонная нержавейка, из которой делаются ложки, вилки и ножи. Ссылку на эти ножи вы найдете в описании к видео. Перейдите, посмотрите, может вам что-то понравится, подберете себе. Или в подарок другу, геймеру. И секундочку, друзья, не переключайтесь. Я хочу порекомендовать вам посмотреть мое новое видео, кликнув по аннотации слева. Несмотря на то, что я очень старался, когда снимал его, видео, к сожалению, не набрало много просмотров. Поэтому кликните по аннотации, перейдите, посмотрите его. Может, вам оно понравится. Ну а теперь я с вами прощаюсь. До скорых встреч.